Самый простой способ сделать человека слабым, глупым и удобным для использования – это вызвать в нем тревогу. Тревога лишит его уверенности в себе, захватит все его внимание, ограничит восприятие, отравит мышление, сделает его зависимым и управляемым. В таком состоянии его удобно программировать, вербовать, обучать, разрушать, совращать, заставлять его делать нужные покупки или делать правильный выбор. И для этого не нужно ни реальных угроз, ни объективных реальных фактов, ни ума, ни силы, ни даже каких-то изощренных манипуляций. Для этого достаточно скармливать ему тревожные слова, образы, мысли, идеи под любым удобным предлогом. Например, под соусом новости, мнения, вопроса, предположения, мысли вслух или заботушки. И от этого нельзя защититься, мы не можем не реагировать. Мы автоматически потребляем, усваиваем и проживаем все, что мы видим, слышим и чувствуем. Мы автоматически съедаем все, что видим и слышим, и проживаем соответствующий опыт для того, чтобы понять, что мы только что съели. Люди едят слова, образы и мысли и реагируют автоматически до критического осмысления. Никакого входящего фильтра у нас не существует. И этим с удовольствием пользуются политтехнологи, маркетологи, спичрайтеры, шарлатаны, гипнотизеры, фиктивные менеджеры, заботливые родители и бытовые манипуляторы. Это самый быстрый, легкий и эффективный способ захватить ваше внимание и управлять вашим поведением. Особенно если вы думаете, если вы уверены, что вашим поведением никто не управляет. Задумайтесь, а что если кто-то управляет вашим поведением, но вы этого не осознаете? Представьте, что кто-то может управлять вами, вашими мыслями, вашим восприятием, вашим мышлением, вашей памятью. Но вы не можете это контролировать, вы это не видите, вы не можете от этого защититься. Представьте, что кто-то владеет такими техниками и применяет их на вас и ваших близких. Почувствовали? Обратите внимание, где сейчас ваши мысли и ваше внимание, о чем вы сейчас думаете. А теперь подумайте, какие новости вы смотрите, какие статьи вы читаете, о чем эти статьи, какие видео вы смотрите, о чем вы разговариваете с другими людьми, и как после этого меняется ваше состояние, ваше поведение, чем наполняется ваше внимание и мысли, какие выводы вы делаете после этого о себе, о других и о мире. Как это работает? Тревога – это наш неосознаваемый, неопределенный страх, который находится у нас в будущем. Точнее, в наших фантазиях о будущем. Здесь сам страх – это моя реакция на то, что угрожает мне прямо здесь и сейчас. То есть я какую-то угрозу вижу, слышу, чувствую, чую эту опасность. Она налицо, я ее вижу, она присутствует здесь и сейчас. И этот страх побуждает меня к спасению, к бегству, к действиям, направленным на то, чтобы я себя сохранил, себя, свое здоровье, свое благополучие, свои ценности и так далее. И если мне удалось спастись, то страх как эмоция сделала свое дело, больше я не испытываю стресс и напряжение. Все, я могу расслабиться. А тревога – это реакция на мысль о том, что в будущем, в возможном будущем, возможно, мне что-то может угрожать. Прямо сейчас мне ничего не угрожает. Этот страх находится у меня в голове, в моих мыслях, в моем воображении, и от него никуда не спрятаться. С этим страхом ничего невозможно сделать физически, поэтому тревога человека парализует, она оставляет его в напряжении и отравляет выученной беспомощностью. Поэтому в качестве манипуляции тревога работает намного лучше, чем страх. В тревоге человек сам будет пугать себя в своих мыслях и не сможет никуда деться от этого страха. При этом здесь не нужно даже ни давление, ни насилие. Наоборот, с заботушкой и с добрым намерением тревога проникает намного глубже. Например, а если у тебя не получится? А если тебя ограбят? А если он тебя предаст? А если тебя выкинут? Не будешь учить уроки, будешь потом всю жизнь дворы мести. Или бутылки на помойках собирать. Или в тюрьму тебя посадят. Да я же о тебе забочусь. Да я же тебе только добра желаю. И так далее. Далее довольно быстро тревога отравляет наше восприятие, мышление и поведение.
Наше мышление обрастает негативными тревожными убеждениями по поводу того, что мир полон опасностей, никому нельзя доверять, в будущем нас ждут только неудачи, боли и разочарования. Жизнь наполняется ограничениями, пустыми ритуалами и предрассудками. Хроническая тревога хоронится в теле в виде мышечных зажимов и блоков. Тревога как эмоция превращается в привычку тревожиться, в тревожность или даже в тревожное расстройство. Хорошая новость в том, что с этим можно работать, чем мы и занимаемся, например, в нашей большой программе по работе с тревогой. Но вернемся к нашим манипуляциям. Для того, чтобы вызвать у человека тревогу, необходимо скормить ему мысль, идею о том, что в будущем что-то может угрожать значимым для него ценностям, критериям, потребностям, что-то может угрожать его жизни, благополучию, здоровью, деньгам, имуществу, статусу, отношениям или любой другой ценности, и эта мысль, эта идея запустит в его психике целую цепную реакцию. Необходимо вызвать в его воображении страх, который завладеет всем его вниманием и мышлением. Это может быть упаковано, подано как тревожная заботушка. Например, ты же можешь пострадать, тебя же могут убить, ты же можешь все потерять, над тобой же будут все смеяться, тебя же могут просто выкинуть. Это может быть упаковано в вопрос. Ты же знаешь, что ты можешь пострадать. А что ты будешь делать, если ты все потеряешь? Ты же понимаешь, что тебя там могут убить? В форме провокации. А с чего ты вообще взял, что у тебя может получиться? А на что ты вообще надеешься? А как ты собираешься избежать провала? Интересно, а сколько таких наивных уже поломало? Индукция, то есть наведение, почти гипноз. Представь, а как ты себя будешь чувствовать, когда все потеряешь? А как ты будешь жить после этого? Подумай о всех негативных последствиях своего поступка. Услышь голос разума. Это может быть упаковано в новости, сплетни, истории про голод, холод, насилие, страхи, смерти, убийства, несправедливость, боль, одиночество, отчаяние. Это может быть подано в виде прямого внушения, пророчества, предсказания, проклятия и в любой другой форме. Главное скормить человеку тревожные слова, образы, мысли, идеи, которые раскроются в его психике в виде страшных картин и катастрофических сценариев. Можно просто говорить о ценностях человека с эмоцией страха и тревоги на лице. Ты покупаешь новую квартиру? Ты собираешься открывать свой бизнес? Завтра у тебя переговоры? Круглые глаза, напряжение в теле, задержка дыхания. Дальше. Правила тревоги. Для того, чтобы вызвать у человека тревогу и стресс, лишить его уверенности в себе и внутренних психологических опор, вызвать у него состояние выученной беспомощности, бессилия и безнадеги, необходимо в первую очередь перевести его из настоящего времени в будущее. Точнее, в фантазии о будущем. Таким образом, человек теряет опору на факты и на реальность. Человек уходит в свои фантазии. Например, расскажи, а как ты собираешься зарабатывать деньги через год? А обеспечил ли ты себе безопасность на свое будущее в будущем? Интересно, а как будут складываться ваши отношения в будущем? И так далее. Второе. Фокусировать внимание на возможных угрозах и рисках. Говорить о боли, страдании, одиночестве, унижении, болезни, несчастьях, которые чисто теоретически могут произойти. Что плохого может произойти в будущем? Что может угрожать его ценностям? Это создаст страх и боль в его будущем и зафиксирует его там, в его воображении. Например, а вдруг у тебя ничего не получится? А вдруг тебя снова предадут? А что, если ты снова все потеряешь? И так далее. Третье. Фокус на том, что ты не можешь избежать этой опасности. Ты не можешь защититься от этой угрозы. Ты действительно можешь все потерять. Ты действительно можешь заболеть. Ты действительно можешь умереть. От этого невозможно защититься. Самолеты действительно падают, люди умирают, люди заражаются, врачи делают ошибки, кризисы случаются. Здесь от тебя уже ничего не зависит, ты уже ничего не можешь с этим сделать. Это вызывает у человека состояние выученной беспомощности и бессилия и фиксирует его в страхе, фиксирует его страх. Такой страх не проживается и человека парализует.
Четвертое. Смещаем все акценты на негатив. Смещаем внимание с того, что человек имеет, на то, что человек не имеет, с того, что человек умеет, на то, что человек не умеет, с успехов на ошибки, с возможностей на ограничения, на проблемы, на препятствия, на несправедливость. Это формирует у человека токсичные рамки восприятия и еще больше лишает человека уверенности в себе и внутренних опор. Итого получаем. В будущем тебя ждет опасность, угроза и боль, от которой невозможно спрятаться, и ты с этим ничего не можешь сделать. Соответственно, если вы чувствуете, что вас уже загрузили, что вас уже инфицировали тревогой, и она вас не отпускает, первым делом физически встряхнитесь, разверните плечи, расправьте плечи и продышитесь. Прямо сейчас попробуйте сделать медленный глубокий вдох и выдох. И обращайте внимание, как будет меняться ваше состояние. Как с каждым вдохом ваши легкие будут расправляться, ваше тело будет расслабляться. И с каждым выдохом вы будете избавляться от напряжения и от тревоги. И обратите внимание, какие запахи при этом вы чувствуете и на что они похожи. Далее, вернитесь в здесь и сейчас, в настоящее, в реальность. Для этого посмотрите по сторонам, что вы видите, какие цвета вы сейчас видите, какие геометрические фигуры вы видите, возможно, что они для вас означают, какие звуки вы сейчас слышите, на что они похожи, откуда они могут доноситься. И обратите внимание на ощущения, на то, что вы чувствуете телесно. Например, как кожа касается вашей одежды. Можете потереть ладони, лицо, уши. И обратите внимание, как сейчас изменилось ваше состояние. Таким образом мы возвращаемся в здесь и сейчас, в настоящее, в реальность. Далее, поблагодарите себя и мир за все, что у вас есть. Эта практика возвращает вам ваши ресурсы и возможность опираться на себя. Поблагодарите за жизнь, за здоровье, за силы, за людей, за возможности, за все, что для вас важно и ценно. В завершении подумайте, а лучше почувствуйте, что вы сейчас хотите. Что вы хотели бы сделать для себя прямо сейчас. Это такая быстрая реанимация, если вы чувствуете, что прямо сейчас вы испытываете страх, тревогу и стресс. Для того, чтобы решать более глубокие, комплексные, тяжелые проблемы с тревогой, необходимо работать с ней на всех уровнях. На уровне внимания, восприятия, мышления, проживания эмоций, телесных проявлений и даже привычек.